Мої вітання, шановні одесити та мешканці Одеського регіону. В ефірі телеканалу «Здоров'я. Здорова розмова». Сьогодні у нас унікальні гості, адже у нас найменший гість в нашій програмі, його звати Давід. Також у нас автор унікального методу лікування Віктор Федорович Чиянов, який вже 40 років допомагає людям бути здоровими і щасливими, адже здоров'я – це запорука нашого гарного самопочуття та нашої душевної рівноваги і щастя також. І також у нас у гостях пані Татавік Давтян. Вітаю вас, шановні гості, доброго дня. Добрий день. Давайте розкажемо нашим глядачам про те, хто ми всі, так? Ви пацієнти та клієнти Віктора Федоровича. Як давно ви зустрілися? Яким чином ви дізналися про Віктора Федоровича? Можливо, з телебачення, можливо, ваші друзі розповідали. Як давно ви знайомі? Ну, так получилось, что мы живем в Москве, а бабушка моя одесситка. И вот ее подружка лечилась у Виктора Федоровича, и как бы она очень хорошо себя чувствует после лечения. И когда узнала про наш случай, что вот у ребенка рефлюкс мочеточника, и она посоветовала бабушке, чтобы та мне рассказала про доктора. Вот. И поскольку мы планировали летом отдыхать у бабушки, вот, и сразу решили обращаться как бы за лечением к Виктору Федоровичу. Вот. И уже вот 13 сеансов у нас прошло, и сдали анализ мочи, уже анализ хороший, вот, и вот еще продолжаем, еще в процессе у нас лечения. Віктор Федорович, що це за захворювання таке? Наскільки воно небезпечне і цікаво, як проявляється це захворювання? Пузырно-мочеточниковый рефлюкс часто встречается в детском возрасте и обусловлен либо недоразвитием мочевых путей, либо какими-то другими заболеваниями, которые вызвали осложнение. Но смысл этого заболевания заключается в том, что жидкость не полностью отходит, когда ребенок мочится, а частично возвращается назад в почки. И когда она возвращается назад, то она может занести инфекцию в почки. То есть бактериальную инфекцию, так. И кроме того, внутрипочечное давление повышается. То есть не полностью отходит жидкость и новая прибывает, поэтому почка внутри может как бы увеличиваться в размерах за счет того, что давление ее начинает распирать эту почку, и может образоваться гидронефроз. То есть частично жидкость может выходить под оболочки почек. Тобто з нирок в організм потрапляти? Нет. Назовні чи як? Есть кора, и вот под кору почек выходит, и он как бы... Як це проявлялося у Давіда? Як він себе уже почував? мама расскажет. Розкажіть, будь ласка. Ну, у нас очень долгая история. Еще внутриутробно поставили диагноз, разные диагнозы ставили, как бы он родился. Это все было в России? Вы да, в Москве рожала, да. Угу. Вот. И после рождения уже поставили гидронефроз. Гидронефроз мы удачно прооперировали. Вот. А потом оказалось, что еще есть рефлюкс. И рефлюкс, вот как уже было сказано, вот, моча не полностью отходит, и как бы чревато вот, когда вот, воспалениями больше. Вот, ну, еще да, это пилонефрит. Це ж токсини, які мають вийти з організму, а не потрапляти назад. Да, это чревато вот пилонефритами, и каждый пилонефрит, как бы это часть почки, ну, можно сказать, что атрофируется. Вот. Як дитина себе почувала? Чим проявлялося це? А это ничем не проявляется. Гидронефроз и рефлюкс. Можливо, это... слабкість якась, не? Ну, отечность есть, как бы, но чисто болевых синдромов нету. Это как бы есть еще гидронефроз, который, ну, человек родился здоровый, а потом во время, ну, каких-то обследований у него находят гидронефроз. Вот. Але ж, напевно, Віктора Федоровича, я думаю, все одно воно якоюсь кволістю, в'ялістю проявлюється. Да. Можно заподозрить, если, допустим, отставание в развитии веса тела. Происходит недостаточное отхождение мочи. Вот в данном случае у ребенка было как бы парциально. Помочился, прекратилось, а потом опять. То есть жидкость пошла, потом частично вернулась, а потом опять пошла. Вот. Кроме того, ну, может быть повышение температуры тела, потому что заброс идет назад, это инфекция,
инфицируются почки, повышение температуры. Может быть, анализы мочи. Но такого симптома, который бы 100% говорил, что вот это заболевание, только обследование уже, когда проводят, тогда уже можно установить диагноз. Я думаю, саме час хоча б коротко розказати нашим глядачам, у чому полягає метод вашого лікування. Я знаю, що він просто унікальний, що він є природнім, ви не використовуєте небезпечні якісь препарати, апарати. В чому полягає метод вашого лікування? Адже зараз можуть подивитися нас і подумати, що ви також оперуєте, чи щось таке кардинальне використовуєте. Це кардинальне, але що це? Ну, я это называю естественным методом лечения, когда один человек помогает другому, не используя никаких инструментов, лекарств и так далее. То есть в данном случае я использовал несколько методов. Это так называемая психорезонансная терапия, лечение биополем и ментальная терапия. Ну, психорезонансная терапия – это когда я создаю внутри себя определенные состояния, которые тут же переносятся в организм пациента. Это похоже, как машина едет, да, и где-то стекла начинает вибрировать, машина далеко. То есть, когда частоты моего организма или психическое, в данном психическое состояние мое совпадает с психическим состоянием ребенка. Мы начинаем в резонанс входить. И то, что я создал для ребенка, в данном случае, оно тут же оказывается у него внутри организма. Это психический резонанс. Ну, биоэнерготерапия известна, это когда на зону почки воздействует рукой и из организма выделяется энергия. Но я вообще слово биоэнергия не люблю, я говорю жизненная сила. Оно более точное, это физики принесли сюда, вот, в медицину какие-то вещи. Но вот с китайской точки зрения медицины это биоэнергия. Это не биоэнергия, а жизненная сила. Я делюсь своей жизненной силой с пациентом, да, ну, с мальчиком. У вас да? є, тобто, такий дар, який вам дав Всесвіт, так, я розумію? І Ну, скільки у вас є талант, цієї енергії? талант, аби ділитися? наверное, есть, иначе бы ничего не получалось, но его надо развивать. То есть сама практика развивает, но еще есть специальное упражнение, которое позволяет как бы наращивать эту силу, потому что есть сила, которая дана космосом, как китайцы говорят, от рождения. Есть сила, которую мы можем приобрести в течение жизни. А коли ви відчули цю силу? В якому віці? Як це сталося? Не знаю, трудно сказать. Но то, что там внушение уже действовало, это где-то уже на 3-м курсе я это испытал. На других людях, которые вели себя несколько агрессивно, я умел их словом успокоить, и все обходилось легко и просто. И, как говорится, по-украински поразумение было. Так, да? я думаю, саме час нагадати нашим глядачам ваші координати, хто ще не знає, і ви можете прямо зараз зателефонувати до Віктора Федоровича, адже наша програма виходить у запису. Привідкрию таку завісу, телефон 063 735 52 48, 063 735 52 48. На цьому ж телефоні є Viber, на який можна писати і також телефонувати. Можливо, ви з-за кордону зателефонуєте. Перед номером ставимо +3 8. Також є сайт chiyanov.com. chiyanov.com. Будь ласка, заходьте на сайт, дивіться, можете там упевнитися в інформації. І Фейсбук Віктора Федоровича Віктор Чиянов. Будь ласка, шановні, заходьте, не зволікайте, не бійтеся. І зараз у нас у гостях, окрім Віктора Федоровича Чиянова, лікаря-психотерапевта, його пацієнти, його вже такі маленькі, але вдячний і, слава Богу, вилікуваний маленький Давід, який прийшов зі своєю мамою сьогодні, Татавік Давцян. Татавік, скажіть, будь ласка, коли ви дізналися про Віктора Федоровича, напевно, був якийсь скепсис? Напевно, ви не дуже вірили. Ну, як ми усі. Ми звикли до аптек, хірургів, рентгенів, без кінця, а хвороби тільки наростають, так, одна за іншою. Що ви думали? І коли ви повірили? Ну, я буду честна. Я впервые как бы вот нетрадиционной, да, к нетрадиционной медицине обращаюсь, как бы. И сначала я просто не знала, чего ожидать, что как будет, как бы, ну это же не таблеточка, что вот выпил и все прошло.
Вот. Но ну, я дала сама себе шанс в это поверить, и вот ну, я вижу, что вот, ну, по фактам, да, если разговаривать, что вот анализы хорошие. У нас просто были очень плохие анализы. Было столько лейкоцитов, что они уже цифру не писали, нам просто... Лейкоцити – це запалення свідчить. Ну, это воспаление, да. Что они просто писали, что лейкоциты закрывают весь спектр видимости. Це і кров вже не такої якості, Ну, так? моча, мы мочу А, как моча. бы, да. Сеча. Вот. А сейчас как бы все в норме, все хорошо. И, Но тут есть еще один момент, Так. это отхождение жидкости. Если почки стали лучше работать, моча не возвращается, значит, больше мочи отходит. И мы говорили о том, что было, ну, как бы непрерывное в норме, а у него прерывалось отхождение. Сейчас непрерывно идет. Тобто організм працює як Нормально годинник. почки заработали. И когда жидкость задерживается в организме, да, были у него отеки, да, по-моему, Да, век, да? отеки Сейчас тоже. нету этих отеков века. Да. То есть уже чисто внешне уже можно говорить. Да. Плюс анализы. Ну, в Москве они сделают обследование. Навіть у Москві немає таких лікарів. Ну, я, по Выходит крайней мере, так. не Мгм. знаю. Выходит Может и так. есть, но я... Мені сподобалось, коли ми готувалися до програми, коли Давід говорив певні вже склади. Да, да, Я да. кажу, я Катя, і він майже Катя вже Он- казав, он- хоча йому 9 місяців. 9 месяцев, да, и он за вот, ну, как бы со временем все дети сидят и встают, и там начинают, но вот за 2 недели буквально он сел, он начал вот это слоги, вот. Як це сталося, Віктор Федорович? Розкажіть, як пов'язано? Ну, я вообще замечаю, что мое лечение, особенно если касается маленьких детей, активизирует их развитие. То есть они начинают ускоренно развиваться. То есть, получая вот эту жизненную силу, нервная система более мощно начинает работать. И те программы, которые должны включиться по определенным возрастным там, этапам, они более активно включаются и более мощно проявляются. Вот он уже гулит, он уже слога говорит. Он же ничего не, он приехал, он так, слогов не было, звуки были, а тут он, значит, слогами уже говорит, да, очень активный, он во время сеанса начинает там прыгать, дергаться. То есть ребенок чувствует поступление жизненной силы. Даже уже в процессе лечения прилив этой жизненной силы выражается в том, что она должна куда-то деваться. И вот он начинает активничать, там, двигаться, там, ручки, ножки. Тобто зараз, Вот. я зрозуміла, є ще одна проблема, з якою до вас повинні звертатися мами і тата, це затримка розвитку дитини. А зараз часто діти мають не захворювання психічні, але ж певні невротичні, як я розумію, відхили. Або затримка розвитку, або занадто активні, гіперактивні діти, да? Або аутизм в різній ступені. З якими ще хворобами можуть до вас звертатися Знаєте, батьки, і з якого віку, і чи впливає вік дитини на ефективність лікування? Ну, дети, мне кажется, самые благодарные пациенты в том плане, что они приходят к тебе без подозрений. У человека там определенный жизненный опыт, он думает, что это за врач такой-то. А дети, они просто интуитивно чувствуют. Вот добро, оно есть добро, он сразу, вот, несколько сеансов, он уже мне улыбается, там пытается мне там ручками потрогать, то есть он тянется, он чувствует, что идет добро. Но что касается патологии, бывают даже очень грубые патологии, можно лечить. ДЦП. Навіть ДЦП. Да, у меня был пациент, который с трудом поднимался, вот эти ножки такие, потом вбегал по лестнице. Задержка речевого развития. И, Заикание, я знаю, что заикание, ну это уже как бы нормальные дети бывают, там испуг, а это уже именно с врожденной какой-то патологией, да. Вот, мало слов или вообще не говорит, вдруг начинает говорить какие-то слова развивать. Были случаи, жили до Туретта у маленьких детей. Що це таке? Ну, такое заболевание еще называется генерализованный тик, когда подергивания очень сильные, выкрики идут. И ну, на улице иногда взрослых видишь, идет, он начинает подпрыгивать, какие-то резкие движения, какие-то звуки издавать. Но это у детей бывает. Є діти носом шмигають, так, глазами. Да, закатываются глаза. То есть, а бывает вот то же самое, плюс еще у меня был пациент с психомоторным возбуждением. То есть
Там бы его кололи, наверное, ну а как его колоть? Ну, Седативными препаратами, овощ так. станет. Просто ребенок, если там, ему там 5-7 лет, и куда его что? І це знову ж таки затримка розвитку потім, так? Ну и это тоже задерживает, колоты. и сама болезнь задерживает развитие. Плюс Но ліки. вот все эти возбужденные состояния, без препаратов, без ничего, просто убирается. Ну как, ну это кажется просто, да, но внешне это выглядит просто. А на самом деле это серьезная, трудная работа по передаче вот этой жизненной силы. То есть из себя надо все выжать, как лимон, и дать это пациенту. Выздоравливают. И если мне говорили, если кто-то сказал, вот я сам подумал бы, когда я учился там, 80, что я смогу вот такие вещи делать, я бы сам не поверил. Не повірили, так. Я сам бы не поверил, что такое в принципе возможно. Но когда уже встал на этот путь, и он очень тяжелый, и большие усилия, то это уже как бы обыденность для тебя. То есть если ты чего-то достиг, то ты достиг очень тяжелым трудом. Это уже и не радует, и, ну обычно, ну вот. Це дуже благородна справа допомагати і дорослим, і дітям лікувати людей, так? І мені хотілося б від вас почути оце лікування психічних відхилів ліками, хімією, можливо, якимись апаратами. Воно несе за собою якісь наслідки або ні? Ну, есть там массовый у любого препарата побочный эффект. Вот я хотел обратить внимание на такую вещь. Ведь препараты, которые дают, они не дают жизненную силу. Они ее забирают. Во-первых, он должен всосаться, перевариться в желудочно-кишечном тракте, войти в кровь, с кровью принести в печень. В печени оно должно переработаться, а потом из печени опять же с кровью доставить в нужный организм. То есть на все это организм должен потратить силы. Здесь я передаю энергию, то есть жизненную силу в чистом виде. В чистом виде. То есть просто человек получает эту силу и начинает выздоравливать. То есть организм знает, какие у него проблемы. Получая эту жизненную силу, он направляет в тот или иной орган этот поток жизненной силы, и человек начинает выздоравливать. Вікторе Федоровичу, на жаль, час нашої програми плине дуже швидко, а питань ще дуже багато. Приходьте до нас обов'язково, до нашої Спасибо. студії. Цікаво з вами розмовляти. Дякую за те, що ви допомагаєте людям. Давайте звернемося до глядачів. У нас є хвилинка, якщо у вас є що сказати. І давайте ще ваші координати знову ж таки назвемо. Ну, я могу пожелать здоровья всем, кто смотрит, кто не смотрит передачу. Но если возникли какие-то нарушения, лучше обращаться сразу. Вот как мы видим, мама сразу приехала. То есть легче всегда вылечить, когда болезнь в начале. Но приходят очень тяжелые больные в запущенном виде, им тоже можно помочь, но это очень дорого стоит. И годы мучений с самим, и мои мучения, когда я с ними занимаюсь. Поэтому лучше обращаться сразу. Но, к сожалению, практика показывает, что такие обращения бывают крайне редкие. Ми не такі вже розумні, як хотілося б, да? Тому я сподіваюся, що наші глядачі зараз зберуться з розумом, як то кажуть. Не зволікайте, телефонуйте, будь ласка, телефон +3 8 063 735 52 48 063 735 52 48. Віктор Федорович Чаянов, лікар, психотерапевт, який допомагає своєю життєвою силою ділиться, бути вам здоровими і щасливими. Шановні гості, я вам дуже дякую за участь в нашій програмі. Спасибо. Будьте Спасибо здорові. вам. Спасибо.